Глава 811. Серый туман. Зеленый пейзаж полностью исчез, а на его месте предстала странная сцена. Повсюду были гладкие белые камни овальной формы. Среди них были и большие, размером с череп, и маленькие, размером с кулак. Вдалеке виднелось пространство густого серого тумана, сквозь который ничего не было видно. Однако серый туман был ограничен областью около 300 метров, с алым светом по обе стороны от него. Свет проникал в туман, как прилив, но туман отодвигался, словно вал. Лувейн медленно спросил: «Это тот проход, о котором ты говорил?» Маркиз Наньлун помедлил секунду и сказал: «Верно, это здесь». Брат Лу считает, что что-то не так. Лувейн взглянул на туман и сказал: «Алый свет, несомненно, является ограничительным заклинанием внутренней части долины. Однако туман выглядит необычно. В записях мастера Цаня Куна что-нибудь говорилось о нем». Маркиз Наньлун задумался и сказал: «Нет, он не упомянул туман». Наверное, это было не слишком важно. Лувейн покачал головой: «Я чувствую, что серый туман непростой. Лучше быть осторожными». Хань Ли сказал: «Тогда давайте проверим, что с ним». Маркиз Наньлун погладил свою ладонь. «Брат Хань дело говорит. Я обучил множество пресносущих летающих иволк и обычно использую их для поиска духовных лекарственных растений, но они подойдут, чтобы проверить туман». Лувейн не возражал против этого, поэтому маркиз Наньлун достал сумку для хранения духовных зверей и подбросил ее в воздух. С низким возгласом из нее вылетела птичка с золотыми перьями и закружила в воздухе. Маркиз Наньлун поднял руку и бросил лазурный талисман, ударив им по маленькой птичке. Птичка расправила крылья, и на ее теле появился маленький лазурный барьер. С криком она ворвалась в серый туман в полоске золотого света. Еще до того, как птица достигла тумана, глаза Хань Ли уже начали светиться синим светом. Используя глаза духовного прозрения на всю мощь, он огляделся по сторонам, и выражение его лица внезапно изменилось. Маркиз Наньлун и Лувейн были полностью сосредоточены на маленькой птице. Летающая иволга направилась прямо в серый туман и исчезла. Поскольку Хань Ли не мог видеть сквозь туман, он из осторожности не посылал в него свое духовное чутье. Он просто повернулся и взглянул на выражение лица маркиза Наньлун, который закрыл глаза и сосредоточился на связи с птицей. Выражение его лица оставалось спокойным, показывая, что с птицей ничего не случилось. Как только Хань Ли подумал об этом, тело маркиза Наньлуна дрогнуло, его лицо побледнело, и он мгновенно открыл глаза. Лувейн уставился на маркиза Наньлуна и поспешно спросил: «Что-то случилось?» Маркиз Наньлун ответил: «В этом тумане есть чудовище, которое проглотило птицу целиком». Это кажется, Хань Ли и Лувейн удивленно переглянулись между собой. Маркиз Наньлун немного подумал, а затем сказал: «Кажется, это огромный питон». Серый туман, очевидно, демонический туман, который он выпустил. Огромный питон. Это очень странно. Почему в записях мастера Цань Куна не упоминается о нем? Неужели огромный питон появился после того, как мастер побывал здесь? Хань Ли закончил слова Лувейна. «Да, я это имел в виду». Маркиз Наньлун кивнул. «Твои слова разумны, но как может существовать что-то вроде огромного питона в долине падения демонов? Кажется, это не обычный демонический зверь, а, вероятно, какой-то древний его подвид. Если мы не убьем его, мы не сможем проникнуть вглубь долины. Это будет довольно хлопотно». Лувейн с холодным блеском в глазах сказал: «Это не проблема. Поскольку серый туман не является ограничительным заклинанием, нам не нужно слишком бояться его. Вместе мы сможем справиться с этим зверем. Я считаю, что он не будет намного более могущественным, чем древняя огненная жаба. Мы, возможно, не знаем, насколько могуществен древний зверь, но нам придется устранить его, чтобы продолжить путешествие. Давайте разберемся с ним вместе». Маркиз Наньлун открыл рот и выплюнул маленький меч, сверкающий золотым светом. Старик скрестил руки и вызвал блестящий белый флаг себе в руку. Хань Ли при виде того, что они решили немедля атаковать, горько улыбнулся. Внезапно Хань Ли взглянул на пустую область, и выражение его лица стало мрачным. «Я не возражаю против сражения с демоническим зверем, но, может, мы прежде попросим выйти из укрытия этого господина даосиста? Как долго ты планируешь там скрываться?» Сказав это, он щелкнул пальцем, выпустив несколько полосок мечей лазурной ци, и атаковал ими туда, куда смотрел. В серии взрывов внезапно появился силуэт, покрытый желтым светом, держа в руке большой щит. При виде этого маркиз Наньлун и Лувейн были ошеломлены. Силуэт в желтом свете был долговязым мужчиной лет 40. Он поспешно поклонился 3 культиваторам, но его лицо было переполнено ужасом. «Это недоразумение. Старшие, пожалуйста, не сердитесь.
Я только что прибыл сюда и сразу же уйду». Как только Лу Вэйн увидел этого человека, он с тревогой закричал: «Хуан Тиньмин! Это ты?» На лице маркиза Нанлуна появились следы враждебности, и он строго спросил, что брат Лу узнает этого человека. Выражение лица Лу Вэйн стало мрачным, когда он уставился на долговязого человека и холодно сказал: «Этот культиватор принадлежит к небольшой секте нашего альянса праведного Да. Он не обладает высоким уровнем культивации, но я слышал, что он приобрел невероятно эффективный, древний маскирующий талисман. До этого момента я и представить не мог, что это правда. Старший, я следовал за вами только потому, что мне были любопытны ваши техники». Услышав, что они говорят недружелюбным тоном, долговязый человек побледнел. «Поскольку ты тайно следовал за нами, от тебя не стоит ждать ничего хорошего. Брат Лу, он является членом твоего альянса праведного Да. Что ты хочешь с ним сделать?» Лицо Лу Вэйн стало беспристрастным, и он прищурился. «Я собираюсь убить его». С этими словами его тело размылось, и он исчез без следа. Как только долговязый человек услышал это, его сердце ушло в пятки. В страхе перед 3 культиваторами зарождающейся души он покрыл себя световым барьером и метнулся в небо. В тот момент Лу Вэйн использовал какую-то технику движения и появился там, где изначально стоял долговязый человек. Он поднял голову и холодно взглянул на удаляющуюся полоску желтого света. В следующее мгновение он взмахнул рукой и поднял белый флаг в воздух. Флаг превратился в порыв белого ветра, который засвистел в воздухе и с удивительной скоростью преследовал желтый свет. Вскоре долговязый человек был настигнут и поднял щит в попытке заблокировать белый ветер. Щит затрясся и разлетелся на куски, не в силах противостоять ветру. В результате этого долговязого культиватора разрезало на мелкие кусочки, и он превратился в кровавый туман, даже не успев издать предсмертного крика. Лу Вэйн при виде этого кивнул и махнул рукой, вернув порыв ветра назад в белый флаг. Маркиз Нанлун хлопнул в ладоши и улыбнулся. «Хорошо. Теперь мы не должны бояться утечки информации». Лу Вэйн спокойно ответил: «Нет проблем. Этот культиватор формирования ядра заслуживал большего, чем просто смерть, раз осмелился следить за нами». Затем он потянулся к кровавому туману и призвал слабый желтый талисман и сумку для хранения себе в руку. Лу Вэйн быстро осмотрел предметы и убрал их. «Нам действительно повезло, что здесь с нами был брат Хань, иначе, кто знает, с какими бы неожиданными неприятностями мы еще столкнулись». Неудивительно, что у брата Ханя такая репутация, учитывая, что он смог увидеть через такую мощную технику маскировки. Хань Ли улыбнулся и сказал: «Мне просто повезло. Вы двое не смогли его увидеть, потому что отвлеклись на подготовку к бою». Услышав, как Хань Ли скромничал, маркиз Нанлун покачал головой и больше ничего не сказал. В этот момент Лу Вэйн вернулся к ним с серьезным выражением на лице. «Давайте разберемся совсем побыстрее, чтобы избежать других неожиданных проблем». Хань Ли кивнул, и по взмаху руки у него тоже появился сверкающий флаг. Потерев подбородок, он предложил: «Когда мы убьем огромного питона, это может вызвать шум. Сначала я создам звукоизолирующую формацию, чтобы звуки боя оставались в ее пределах. Таким образом, нам не придется беспокоиться о каких-либо культиваторах поблизости». Лу Вэйн улыбнулся и невольно похвалил Хань Ли: «Брат Хань, действительно внимательный человек. Так будет намного лучше». Хань Ли сразу же улетел и начал устраивать флаги формации один за другим. Некоторое время спустя он закончил устанавливать ее. Основная цель этой формации заключалась в том, чтобы ослабить звуковые и духовные колебания ци. С такой специфической и простой функцией ее можно было установить довольно быстро. Вернувшись к ним, Лу Вэйн махнул флагом в руке и спокойно сказал: «Поскольку брат Хань установил формацию, я использую мой ураганный флаг, чтобы рассеять туман. Таким образом, питону негде будет спрятаться». С этими словами он подбросил флаг в воздух и начал бормотать заклинание. Маркиз Нанлун при виде этого указал на маленький золотой меч перед собой. Внезапно меч взлетел в воздух и обернулся несколько раз, а затем засверкал ярким, золотым светом. В мгновение меч увеличился до 20 метров в длину, паря над хозяином. Глава 812. Древний питон. Лу Вэйн закончил заклинание и указал на флаг. Флаг внезапно задрожал и развернулся, сверкая ослепительным светом. Вокруг него мгновенно сгустился шторм, образуя дюжину белых ветреных драконов, которые тут же устремились в туман. Огромный меч маркиза Нанлуна с гулом выстрелил прямо в туман. Казалось, маркиз Нанлун собирался подождать, пока туман рассеется, чтобы нанести смертельный удар по древнему зверю, как только тот появится.
Хань Ли молча взмахнул рукавов, вызвав маленький колокольчик, который вспыхнул серебряным светом и улетел вдаль по вспышке света. Ветреные драконы, казалось, мчались на перегонки друг с другом, как только вошли в туман. Серый туман вздрогнул от заклинания, а затем его изнутри разорвало торнадо. Однако туман рассеялся лишь на мгновение, и вскоре послышалось странное шипение и приглушенный гул. Огромный змеиный хвост толщиной с водяной кувшин внезапно выбросил из тумана одного из ветреных драконов и рассеял торнадо. Затем двумя ударами змеиный хвост легко сокрушил двух других ветреных драконов внутри. Лу Вэйн был шокирован при виде этого и тут же сделал руками странный жест заклинания, произнеся «взрыв». Оставшиеся ветреные драконы внезапно вспыхнули белым светом и взорвались. Взрывы ветра опустошили туман, рассеивая большую его часть свирепыми штормами, обнажив чудовище внутри. Зверь лежал свернутым и казался размером с гору. Как только показалось тело питона, золотой меч воспользовался возможностью и тут же атаковал его. В этот момент Хань Ли выстрелил заклинанием в серебряный колокол. В яркой вспышке серебряного света он внезапно увеличился до 3 метров. Издавая оглушительный звон, колокол испустил звуковую волну, которая двинулась на питона, чтобы поглотить его в совместной атаке с огромным золотым мечом. Питон в ответ просто сжался плотнее в клубок, оставаясь неподвижным. Маркиз Наньлун был восхищен увиденным и влил еще больше духовной силы в свой меч, увеличив его размер. Но прежде чем золотой меч смог атаковать, тело питона внезапно покрылось слоем зеленого света. В тот момент, когда золотой свет от меча столкнулся с зеленым светом вокруг тела питона, раздался оглушающий гул, но вскоре зеленый свет захлестнул золотой меч и оттолкнул его. При виде этого все 3 культиватора были в шоке. Как только атака золотого меча была заблокирована, серебряная звуковая волна ударила по барьеру питона и просто рассеялась, не причинив питону никакого урона. 2 атаки, казалось, только разбудили его, и он медленно поднял голову, чтобы посмотреть на Хань Ли и остальных. В этот момент серый туман уже рассеялся, и все 3 могли четко рассмотреть огромного питона. У питона было угольно-черное туловище, длина которого составляла более 20 сотен метров. Все его туловище было покрыто толстыми с черными чешуйками размером с ладонь. Глаза сверкали светло-зеленым светом, блеск который сейчас выглядел очень зловеще. Хань Ли почувствовал, как его сердце задрожало. В этот момент он вспомнил про свой серебряный колокол, но огромный питон внезапно размылся, и серебряный колокол, который находился в 100 метрах от него, исчез без следа. Прежде чем Хань Ли осознал, что произошло, огромный золотой меч маркиза Наньлуна тоже исчез с неба. В тот момент Хань Ли уже понял, что произошло. Огромный питон вытянулся с фантастической скоростью, поглотив сокровища в мгновение ока. Это случилось так быстро, что они не смогли отреагировать. Хань Ли нахмурился, хотя питон был гигантским, его движения были удивительно быстрыми. Когда маркиз Наньлун увидел, что его меч проглочен, его тревога сменилась радостью, поскольку он провел более 100 лет, закаляя свое связанное магическое сокровище. Внешняя защита огромного питона невероятна, но разве он не ищет собственной смерти, раз проглотил мой меч? С этой мыслью маркиз Наньлун поспешно приказал золотому летающему мечу проявить всю свою мощь в животе питона, чтобы пробить зверя изнутри. Но спустя доли секунды выражение на его лице застыло. Хотя его магическое сокровище все еще было связано с его духовным чутьем, оно удерживалось в желудке огромного питона и не двигалось с места. В этот момент он занервничал. В конце концов, если его собственному магическому сокровищу будет нанесен какой-либо урон, его сознание тоже пострадает. Господа даосисты, мой летающий меч был захвачен. Этот питон совсем необычный зверь. Будьте осторожны, сказав это, маркиз Наньлун торжественно вздохнул и поднял руку. Темно-зеленое кольцо сорвалось с его пальца и всплыло перед ним, а затем запульсировало ярким светом с бесчисленным количеством талисманных символов. Лу Вэйн был встревожен, обнаружив, что их магические сокровища потерпели неудачу, и он поспешно попытался снова активировать свой флаг заклинаниями. Затем, взмахнув рукой, он выпустил в воздух несколько талисманов, которые вспыхнули белым светом, превратившись в десятки ослепительных белых огненных шаров, зависнув над ним. Хань Ли удивленно взглянул на белые огненные шары, и они показались ему знакомыми. Однако сейчас было не время думать об этом, поэтому он повернул голову и хлопнул по своей сумке для хранения, призвав вокруг себя 4 полоски белого света. Перед ним появились 3 волка, 2 огненных быка и зеленая змея. Это были те 6 марионеток, которые он приобрел у даосиста Небесного Кристалла во время грандиозной торговой встречи. После того, как он приобрел их, он еще не использовал их в бою. Теперь, столкнувшись с грозным древним питоном, появилась хорошая возможность проверить их силу.
Маркиз Наньлун и Лу Вэйн, увидев марионеток Хань Ли, на мгновение удивились. Поскольку все трое были опытными культиваторами, одного обмена взглядами было достаточно для совместной атаки на питона. Однако в глазах питона начал сгущаться зловещий блеск, когда он смотрел на троих культиваторов. Он поднял голову и выплюнул в их направлении глоток жидкости, наполняя воздух рыбным запахом. Все трое поспешно активировали вокруг себя световые барьеры и задержали дыхание. В следующий момент они обнаружили, что, хотя рыбный запах был гнилым, он не был ядовитым. Несмотря на это, они все еще колебались. В этот момент огромный питон широко открыл пасть и начал внезапно вдыхать, расширяя свое тело. В мгновение камни и земля перед питоном были засосаны в его пасть. Три культиватора были застигнуты врасплох от этого и почувствовали, как на них надвигается огромная сила. Они не могли пошевелиться, хотя и сопротивлялись, когда питон начал засасывать их себе в пасть. 6 марионеток Хань Ли в мгновение оказались у пасти питона, не оказывая никакого сопротивления силе притяжения. На лице Хань Ли появился след удивления, но его сердце оставалось спокойным. Лазурный свет вспыхнул вокруг его тела, заставив его стать невероятно тяжелым, пока сам он погружался в землю. Затем он приказал своим марионеткам, которые летели в направлении питона, начать атаку. Рога красных быков засверкали красным светом и выпустили 4 световым луча в зияющую пасть питона. Питон поверил, что сможет заглотить Хань Ли и других в его живот, он потерял бдительность, широко раскрыв пасть. Вспыхнул красный свет, за которым последовал ряд ударов. Огромный питон застонал и закрыл пасть. Хотя нельзя было точно определить уровень повреждений его языка, но он перестал яростно вдыхать воздух. В этот момент Хань Ли восстановил контроль над 3 марионетками белых волков. Их тела ярко засветились белым светом, и они снова обрели устойчивое положение на земле. Затем волки разинули свои клыкастые пасти и исчезли из виду, метнувшись к зверю в виде полосок белого света. В тот момент, когда волки атаковали голову питона, раздался лязг. Хотя по какой-то неизвестной причине зеленый барьер на теле питона не появился, когда волки ударили, они все равно не смогли повредить черные чешуйки, оставив только слабые белые следы. Затем 2 волка тут же исчезли, метнувшись прямо в глаза огромному питону. На его глазах не было защитных чешуек. Внезапно послышался глухой стук, и 2 белых волка были отброшены молниеносным движением языка питона. Голова питона размером, создание наклонилось в сторону и собиралось было сомкнуть пасть на марионеточных волках. Но в тот самый момент, когда питон собирался поглотить их, марионетка зеленой змеи внезапно выросла до 40 метров и набросилась на нее. Кроме того, 2 красных быка снова выстрелили красным светом из своих рогов. Разозлившись от ударов марионеток, огромный питон заревел и начал трясти головой, извергая черный туман из ноздрей. В мгновение его голова исчезла из поля зрения. 2 марионеточных волка воспользовались этой возможностью, чтобы сбежать, но внезапно из черного тумана 2 фигуры вырвались и схватили их. Это были 2 змеиные головы, которые выглядели так же, как первая. Все это произошло в мгновение ока. К тому времени, когда культиваторы осознали, что произошло, черная ци уже исчезла, раскрыв истинную форму питонов. Это трехголовая черная змея. Как это возможно? Все трое закричали, не веря своим глазам. Они столкнулись с яростно смотревшим на них трехголовым питоном, центральная голова которого шипела языком, в то время как 2 другие головы удерживали марионеточных волков. Затем раздалось слово «взрыв», и неподвижный воздух дрогнул. Марионетки в пасти змей внезапно засияли ослепительным белым светом. Глава 813. Обезглавливание питона. Увидев, что его марионетки белого волка были пойманы, Хань Ли сразу же сделал жест заклинания и приказал им взорвать себя без каких-либо колебаний. Хотя чешуйки 3 огромных питонов были невероятно прочными, со внутренностями их ртов было совсем другое дело. Учитывая, что марионетки белого волка были изготовлены из бесчисленного количества драгоценных материалов, не стоило недооценивать силу их детонации. Как и ожидалось, 2 змеиные головы закричали от невыносимой боли, но центральная змеиная голова была совершенно не затронута взрывами, и вместо этого разозлилась еще больше. В черном пятне марионетка зеленой змеи, летящая к ней, была отброшена на 40 метров назад взмахом хвоста питона. В следующий момент хвост двинулся вперед и раздавил одну из марионеток красного быка, лишив Хань Ли возможности взорвать ее. Тем временем маркиза Наньлун и Лу Вэйн наконец пришли в себя, увидев, что марионетки Хань Ли продолжают сражаться. Лу Вэйн действовал первым и тут же выпустил в небо десятки своих блестящих белых огненных шаров. Маркиз Наньюн взмахнул рукой и ударил заклинанием по своему темно-зеленое кольцу. Кольцо в следующий момент разделилось на 2 части, затем на 4, а затем на 8.
В мгновение ока кольцо создало более сотни собственных фантомов. Вместе с настоящим кольцом, скрывающимся между ними, все они бросились вперед в волне зеленого света. Хань Ли спокойно взмахнул рукой и вызвал угольно-черный предмет, который завис у него над головой. Через несколько секунд он превратился в гору высотой более 40 метров, которая продолжила увеличивать по приказу Хань Ли. Это была гора тысячи падений. Учитывая огромные размеры и необычайную защиту древнего питона, это сокровище должно быть более подходящим для борьбы с ним. Из-за невероятной скорости питона Хань Ли сначала нанести удар первым. Не успел Хань Ли об этом подумать, как левая и правая головы питона, похоже, оправились от предыдущих взрывов и выпустили из пасти два луча серого света. Белые огненные шары Лу Вейн внезапно взорвались, но лучи серого света смогли заблокировать их, в результате чего от взорванных огненных шаров образовалась волна пламени. Темно-зеленые огненные кольца преодолели битву между волной белого пламени и серыми лучами, а гора тысячи падений Хань Ли последовала за ними. Огромный питон почувствовал угрозу от зеленого света, и его центральная голова взвыла. Все его тело засияло слоем зеленого света, а затем он широко раскрыл пасть и вытянулся вперед, сметая фантомы темно-зеленого кольца. Но одно из колец, спрятавшихся в тылу, уклонилось и внезапно появилось над головой питона. Кольцо засверкало ярким светом и превратилось в полоску зеленой ци, в результате чего кольцо увеличилось в размерах и изо всех сил сжало огромного питона, глубоко погрузившись в его плоть. Питон внезапно почувствовал боль от того, что 7 дюймов его плоти стали чем-то ограничены. Центральная голова питона начала дико метаться, словно пытаясь освободиться от ограничения зеленого кольца. Две другие головы также почувствовали боль и не смогли больше поддерживать лучи серого света, которые противостояли волне белого пламени. Лицо Лу Вейна просияло при виде этого, и он воспользовался возможностью продвинуть белый огонь вперед. Волна белого пламени достигла высоты более 40 метров и охватила огромного питона. Однако зеленый свет, покрывающий туловище огромного питона, был способен противостоять белому пламени. Хотя темно-зеленое кольцо могло ограничивать его голову, его туловище все еще не пострадало. Внезапно над питоном засверкал черный свет, и в следующее мгновение над ним появилась черная гора высотой около 100 метров. Гора начала вращаться в воздухе, выпуская черные облака, которые окутывали огромного питона. Огромный питон, окутанный черными облаками, стал вялый, будто они оказывали на него мощное давление. Воспользовавшись этой возможностью, черная гора начала падать. Питон, чувствуя, что его дела плохи, собрался силами и поднял каждую из своих голов, выпустив несколько шаров света в небо в попытке заблокировать падение Черной горы, но прежде чем световые шары смогли добраться до горы, они растворились черными облаками, окружающими их. Не желая просто лежать и ждать смерти, огромный питон использовал всю свою силу, чтобы взмахнуть хвостом и выскочить из черных облаков. Но в этот момент белое пламя, окружающее его туловище, внезапно превратилось в несколько толстых цепей и обвелось вокруг него. Огромный питон пролетел всего метров 30 и рухнул на землю. В конце концов, гора обрушилась на питона, и вся территория вокруг засверкала ярким черным светом, не позволяя никому увидеть, что происходит внутри. Прежде чем гора рухнула на землю, головы питона издали ужасающий крик. Маркиз Нанлун улыбнулся, а Лу Вейн вздохнул с облегчением. Однако Хань Ли все еще наблюдал с происходящим с серьезным выражением на лице. Черный свет погас, обнажив черную гору. Огромный питон все еще был мертв, поскольку одна из его голов все еще не была раздроблена. Он ревел, размахивал головой вперед и назад изо всех сил. Огромная жизненная сила, которую он демонстрировал в своем отчаянии, потрясала. Лу Вейн фыркнул и взмахнул рукой. Полоска белого света яростно пронеслась по воздуху и прибыла над питоном. Сделав круг в воздухе, она вонзилась в уязвимую шею питона. В результате из обезглавленного тела питона фонтаном забрызгала кровь. Выражение лица старика смягчилось после того, как он прикончил питона, и он пробормотал: «Наконец-то он мертв». Однако удивительно, что эта трехголовая черная змея оказалась не такой страшной, как описывали легенды. Маркиз Нанлун покачал головой и нерешительно сказал: «Возможно, она была не настоящей. Не забывай, что настоящая трехголовая черная змея крылатая, а у каждой из 3 голов есть различные элементные способности. Эта змея не могла быть настоящей, иначе бы не смогли с ней так легко справиться. Возможно, этот змей является вариантом другой породы. В любом случае, сейчас это не важно. «Идемте в проход», — спокойно сказал Хань Ли, а затем указал на свою огромную гору, и она тут же сжалась, вернувшись в его рукав в полоски черного света, обнажив при этом раздавленный труп огромного питона. Маркиз Нанлун взмахнул рукой, и полоски золота и зеленого света вернулось к нему, обнажая его золотой меч и темно-зеленое кольцо. Летающий меч вернулся в его тело, а кольцо скользнуло на палец. Лу Вейн несколько раз взглянул на раздавленный труп, а затем подошел к нему.
Он небрежно протянул руку к голове питона и вызвал зеленое ядро размером с большой палец в свою руку. Со следом радости на лице он посмотрел на две другие головы и вытащил ядро из каждой из них. В этот момент подошел Ханли, который закончил собирать фрагменты своего марионеточного зверя, и маркиз Наньлун. Лу Вэйн вручил каждому из них по ядру, не сказав ни слова. Ханли взял ядро, не взглянув на него, а затем равнодушно убрал в сумку для хранения. Маркиз Наньлун сделал то же самое. Вскоре после этого Лу Вэйн превратил тело огромного питона в пепел одним огненным шаром и сказал: «Было бы трудно убить этого зверя, если бы мы путешествовали в одиночку, но совместными усилиями убийства древнего зверя такого уровня не было для нас проблемой. Если с древней огненной жабой будет так же легко справиться, то это путешествие будет довольно спокойным». Маркиз Наньлун вздохнул и криво улыбнулся. «Я надеюсь, что так и будет, но вполне вероятно, что с древней огненной жабой будет труднее справиться». В конце концов, это даже мастер Цань Кун скрылся от нее бегством. Хотя он был сильно ослаблен в то время, зверь наверняка будет грозным. Подумав, Лу Вэйн тихо кивнул. К тому времени Хань Ли уже облетел вокруг и собрал флаги формации. Вернувшись, он сказал: «Идемте. Скоро мы узнаем, насколько грозной является древняя огненная жаба». С этими словами он двинулся вперед. Маркиз Наньлун и Лу Вэйн переглянулись между собой и последовали за ним. В конце концов, им пришлось положиться на иньянское кольцо, чтобы пройти сквозь эссенцию света Великого Севера, было у Хань Ли. После убийства питона путь был открыт. Впереди была каменная дорога шириной 300 метров, окруженная барьером красного света, сквозь который не было ничего видно. 3 культиватора осторожно пролетели 15 метров над землей, и когда они приблизились, пейзаж вскоре изменился. Они наткнулись на бледно-желтую каменную стену, в которой была черная пещера шириной более 20 метров. Это здесь. Пройдя через нее, мы должны оказаться в глубине долины. Проход в пещеру более 5 километров и покрыт эссенцией света Великого Севера. Маркиз Наньлун вздохнул и повернулся к Хань Ли. «Брат Хань, нам нужно использовать твое иньянское кольцо». Лу Вэйн потер подбородок и с любопытством сказал: «Поскольку мы знаем, что в пещере есть эссенция света Великого Севера, может, мы сможем найти другой способ вместо того, чтобы идти сквозь нее? Или это единственный вход?» Маркиз Наньлун покачал головой и сказал: «Другого пути нет. Брат Лу, ударь по скале своим магическим сокровищем, и ты скоро поймешь почему». «Хорошо, я ударю по нему». Лу Вэйн взмахнул рукавом и выпустил белый свет из своей руки, яростно ударив по каменной стене. В этот момент Хань Ли ясно увидел короткую саблю в полоске белого света. Похоже, это было редкое магическое сокровище — летающая сабля. Глава 814. Серебряная руда. Под пристальным взглядом Хань Ли летающая сабля врезалась в каменную стену, и от стены посыпались искры. Лу Вэйн слегка изменился в лице и приманил рукой летящую саблю. Хань Ли четко видел, что удар летающей сабли оставил неглубокую царапину в дюйм, и вокруг нее засверкали пятна серебряного света. Это Лу Вэйн очень удивился при виде этого и поспешно шагнул вперед, чтобы взглянуть на царапину от сабли. Тщательно осмотрев, он пробормотал: «Это звездное серебро. Эта пещера сделана из руды звездного серебра». Услышав слова «звездное серебро», Хань Ли изменился в лице и подошел поближе. Он вытянул палец и мягко погладил косую черту, осматривая пыль на пальце. Естественно, что Хань Ли слышал о звездном серебре, поскольку этот материал мог увеличить прочность его магического сокровища. Его эффекты уступали только таким драгоценным материалам, как изысканный кристалл. Неудивительно, что удар Лу Вэйн едва ли смог повредить его. Независимо от того, было ли это в области моря рассеянных звезд или на небесном южном континенте, это было тем, что давно исчезло. Хань Ли уставился на царапине от сабли и молча поднял руку. Свыше 10 маленьких лазурных мечей вырвались из его рукава и врезались в каменную стену. 2 других встревожились, но они сразу поняли, что делает Хань Ли. Раздался лязг и скрежет металла, после которого на стене появились царапины глубиной в несколько дюймов. Из каждой царапины выступили серебряные световые пятна. Хань Ли на мгновение обнаружил удивление и сказал: «Это действительно звездное серебро, и оно смешано в скале. Более того, оно распределено неравномерно, поэтому что создано не человеком. Должно быть, внутри есть месторождение звездного серебра». Видя, что мечи Хань Ли ударили глубже, чем сабля Лу Вэйна, оба культиватора изменились в лицах, но глаза Лу Вэйна наполнились жадностью, хотя он молча смотрел на каменную стену. Огненная страсть появилась на лице маркиза Наньлуна, но он тут же пришел в себя. Маркиз Наньлун спокойно сказал: «Идемте. Нам лучше сначала поискать сокровища в глуби долины.
Лувейн немного поколебался, и на его лице появилось нежелание уходить отсюда. Уходим. Звездное серебро — невероятно ценное сокровище. Не лучше ли сначала откопать его? Маркиз Наньлун нахмурился и повернулся к Лу Виину, проговорив серьезным тоном: «Брат Лу, как ты можешь быть таким глупым в такое время? Разве ты не видел, как сложно добыть звездное серебро? Сколько времени и магической силы ты бы потратишь впустую, прежде чем сможешь заполучить хотя бы кусок руды размером с кулак? Хотя этот предмет может быть ценным, не забывай, что нам не хватает не богатства, а материалов для повышения уровня нашей культивации и продолжительности жизни. Когда мы достигнем нашей цели, эти вещи ничего не будут значить». Лувейн остановился на мгновение, а затем несколько раз кивнул в знак согласия. Он поблагодарил маркиза Наньлуна словами: «Брат Наньлун, ты совершенно прав. Я был охвачен жадностью и упустил из виду нашу главную цель. Большое спасибо за напоминание». После этого он больше не обращал внимания на стену и вошел в пещеру, словно боясь снова поддаться соблазну звездного серебра. Выражение лица маркиза Наньлуна смягчилось, и он позвал Ханьли, а затем последовал за Лувейн. Ханьли также не хотел расставаться с рудой звездного серебра и неосознанно шел медленными шагами. Несмотря на то, что в его мечах была золотая эссенция и что у него было достаточное количество духовного молока, чтобы восстановить магическую силу, вырезать достаточное количество руды звездного серебра было бы нелегкой задачей. Более того, если бы он сделал это бы вызвало зависть со стороны других. Приняв решение, что пытаться получить звездное серебро было бы неразумно, Ханьли ничего не оставалось, кроме как тяжело вдохнуть и последовать за остальными. В этот момент Ханьли вдруг услышал голос у себя в голове: «Хе-хе. Как много звездного серебра. Я потратил столько лет на его поиски, но не смог найти ни одного куска. Долина падения демонов заслуживает своей репутации. Звездное серебро можно использовать при создании марионеток. Даже с небольшим количеством звездного серебра, добавленного в тело марионетки, обычные магические сокровища не смогут причинить им вреда. Ты должен забрать его всю». Голос монарха расщепления души звучал взволнованно. Ханьли прямо упрекнул его: «Взять его? Старый эксцентрик, о чем ты размечтался? Это руда, а не вена. Как я могу забрать его? Разрезать и забрать его по частям?» Старик фыркнул и сказал: «Я сказал об этом, потому что есть способ. Малыш Хань, у тебя же есть золотые прожорливые жуки. Я могу научить тебя, как управлять жуками, чтобы они просверлили камень и съели звездную пыль, а затем они выплюнут его в виде кристаллизованного серебра. Этот способ я узнал у культиватора насекомых, которого я убил. Это относится ко всем духовным насекомым, но особенно подходит для твоих золотых прожорливых жуков. Хорошо, тогда, может, научишь меня этому?» Я сразу же отправлю жуков на поиск звездного серебра. Ханьли сразу же согласился, возможно, не только из-за звездного серебра, но и из-за могущественного заклинания. Сначала позволь мне сказать тебе, что независимо от того, сколько ты приобретешь звездного серебра, тебе придется отложить достаточно денег для последней марионетки, которую я собираюсь изготовить. Кроме того, ты не можете использовать его для других целей, особенно для смешивания его с твоим магическим сокровищем. Если после того, как я изготовлю марионетку, звездное серебро еще останется, то ты сможешь использовать его по своему усмотрению». Ханьли не смог сдержать улыбку и сказал: «Старший, возможно, ты этого не знаешь, но мои магические сокровища уже были закалены с помощью очищенного кристалла. Он более эффективен, чем звездное серебро». Монарх расщепления души остановился, а затем тревожно крикнул: «Очищенный кристалл! У тебя был такой драгоценный материал. А у тебя еще не осталось. Он бы был очень полезен для меня», казалось, в его голосе послышались среды восторга. Ханьли прямо ответил: «Ты должен знать, что я использую набор летающих мечей. Хотя я приобрел большой кусок очищенного кристалла, его едва ли хватило, чтобы закалить мои летающие мечи. Ничего не осталось. Ничего не осталось. Какая растрата!» Тон старика наполнился печалью и разочарованием. Услышав это, Ханьли невольно внутренне закатил глаза. Использование очищенного кристалла на его собственном магическом сокровище нельзя считать пустой растратой, но, поскольку он просил об одолжении, он сделал вид, что не слышал этого. В этот момент Ханьли последовал за остальными в пещеру, но ему удавалось держаться на расстоянии от них, намеренно или нет, чтобы они не обнаружили ничего странного. В пещере было темно, но для культиваторов это не было проблемой, поскольку они вливали духовную силу в свои глаза. Благодаря этому они отлично видели даже в темноте. Ширина и высота пещеры были точно такими же, как у входа, а цвета камня становился желтее. По пути Ханьли использовал один из своих мечей и воткнул его в каменную стену.
В результате он обнаружил блики серебряного света, к своему большому удивлению. Продвигаясь вперед, Хань Ли изучал технику насекомых монарха расщепления души. Хотя заклинание для техники было загадочным из-за того, что оно было сформировано из древних иероглифов, Хань Ли смог изучить его благодаря объяснениям старого эксцентрика. В результате Хань Ли удалось плавно применить эту технику. Передав технику, старик снова замолчал. Хань Ли еще секунду обдумывал заклинание и, убедившись, что все верно, осторожно коснулся своей сумки для хранения духовных зверей и снял ее. Спустя мгновение золотые прожорливые жуки осторожно вылетели из его рукава и вошли в проход. Остальные культиваторы находились на расстоянии более 30 метров впереди, поэтому они не могли почувствовать действия Хань Ли. Спустя промежуток времени, за который можно было выпить чашку чая, золотые прожорливые жуки полностью покинули его. Затем Хань Ли сделал жест заклинания, а после произнес заклинание в своем разуме и распространил его своим духовным чутьем ко входу в пещеру, где собрался рой золотых прожорливых жуков. Золотые прожорливые жуки внезапно засверкали золотым светом и размылись, войдя в каменную стену без малейшего сопротивления. Хотя их не было видно, поверхность камня совершенно не была поврежденной. Почувствовав это своим духовным чутьем, Хань Ли вздохнул с облегчением и начал ускорять свои шаги. Пройдя еще некоторое время, они прибыли к началу извилистой дороги. Двое других остановились к большому удивлению Хань Ли. Он поспешно посмотрел вперед и увидел, что проход удвоился по ширине. Просторная тропа была покрыта сталагмитами и сталактитами, сверкающие линиями серебряного света, что освещал пещеру. Линии серебряного света выглядели довольно странно, хотя они были бестелесными, у каждой из них, казалось, была своя собственная форма. Маркиз Наньлун уставился на серебряные линии впереди себя и глубоко вздохнул. Это, должно быть, эссенция света Великого Севера. Господа, хотя вы двое, возможно, знаете что-то об этом, я должен предупредить вас, что вам не стоит опрометчиво использовать какую-либо духовную силу или сокровище, кроме иньянского кольца, находясь внутри. Если эссенция света Великого Севера почувствует утечку духовной силы, мы непременно умрем. Хань Ли ничего не сказал, а вместо этого просто взмахнул рукавом и вызвал черное кольцо, которое сначала закружилось в воздухе, а затем упало в его руку во вспышке света. Глава 815. Эссенция света Великого Севера. Когда маркиз Наньлун и Лу Вэйн увидели, как Хань Ли достал иньянское кольцо, они сразу же оказались рядом с ним с торжественным выражением на лице. Похоже, они хотели, чтобы Хань Ли взял на себя инициативу. Хань Ли держал кольцо в руке и выдал на него туман лазурной ци. Кольцо мгновенно поглотило лазурную ци мерцающим черным светом. После этого оно взлетело над головой Хань Ли и зависло. Хань Ли поднял руку и ударил кольцо заклинанием. Иньянское кольцо дрогнуло и стало увеличивать в размерах, пока не увеличилось до 20 метров в диаметре. Вперед! Хань Ли указал на кольцо и отдал ему приказ. Выпустив странный гул, огромное кольцо стало продвигаться вперед. Маркиз Наньлун и Лу Вэйн с торжественным выражением наблюдали за происходящим. В тот момент, когда огромное кольцо столкнулось с бесчисленным количеством световых линий, плавающих в воздухе, произошла невероятная сцена. Световые линии задрожали, как потревоженная вода. В тот момент, когда огромное кольцо пересекло огни, оно вспыхнуло черным светом, исказив вокруг себя световые линии, создавая проход через них. Культиваторы, увидев это, вздохнули с облегчением. Однако Хань Ли очень волновала мощь эссенции света Великого Севера. Немного подумав, он похлопал по сумке для хранения и достал синюю жемчужину размером с кулак, высокоранговый магический инструмент для защиты, который он приобрел в прошлом. Держа его в руке, Хань Ли влил в него немного духовной силы, в результате чего вокруг него образовал синий световой барьер. По взмаху руки жемчужина выскочила вперед. Как только жемчужина синего света вошла в эссенцию света Великого Севера, серебряные световые линии начали стекаться к ней, как будто увидели добычу. Эти тонкие линии проникали сквозь синюю жемчужину, словно ничего не было. Вскоре серебряные линии вспыхнули ярким светом, а жемчужина сгорела в мгновение ока, обнажив серебряные линии, которые остались рядом с ней. Хань Ли прищурился при виде этого, а его товарищи изменились в лицах. Со спокойным выражением на лице Хань Ли взмахнул рукой. Огромное кольцо пролетело над ними и опустилось, покрывая их со всех сторон. После этого из кольца вышел черный световой барьер и окутал троих культиваторов. «Идемте». Сказав это, Хань Ли вышел вперед и начал двигаться вместе с иньянским кольцом. Маркиз Наньлун и Лу Вэйн не смели медлить, находясь внутри барьера, и последовали за Хань Ли.
Хотя иньянское кольцо действительно предлагало защиту от эссенции света Великого Севера, они не осмеливались использовать какие-либо дополнительные средства защиты и подвергать себя риску. Ханьли же, хотя и был спокоен внешне, на самом деле чувствовал себя немного обеспокоенным. Как только огромное кольцо вошло в эссенцию света Великого Севера, серебряные линии расступились вокруг черного светового барьера. Ханьли почувствовал облегчение при виде этого и, повернувшись взглянуть остальных, увидел, что они тоже расслабились. Ханьли улыбнулся и стал медленно продвигаться вперед с иньянским кольцом. В области долины падения демонов, покрытой снегом и льдом, стояло культиваторов в черном из секты духовного призрака, которые сражались с гигантской ящерицей с помощью своих магических сокровищ. Рядом в воздухе парил старик с бледной кожей по имени Чжун и наблюдал, как безумно сражаются культиваторы формирования ядра. Видя, что 7 учеников его секты не смогли одолеть древнего зверя, через некоторое время он нахмурился и лично принял меры. Старейшина Чжун сделал жест заклинания руками, и из его тела вышло большое количество ничей черной ци. Затем они слились воедино, образовав угольно-черного водяного дракона, который тут же атаковал ящерицу. Внезапно сверкнула огромная сеть темно-зеленого света, окутавшая и водяного дракона, и ящерицу. Бесчисленное количество зеленых огненных шары размером с кулак сгустились из сети и обрушились на ящерицу с раскатами грома. Черный свет, переплетенный с зеленым пламенем, озарил местность и через мгновение исчез, обнажая обугленный труп ящерицы. Старейшина Чжун взмахнул рукавом и смел труп ящерицы, обнажив трещину во льду. Трещина вела вниз, открывая сверкающий слабым светом проход под ней. «Вперед!» — мрачным тоном приказал старейшина Чжун. Затем он выстрелил в проход в виде черного светового пятна, и другие культиваторы секты духовного призрака последовали за ним без колебаний. Ван Чан и Янь Жуянь были среди учеников, но Ван Тиньгу и мастера секты духовного призрака не было видно. Вскоре все культиваторы секты духовного призрака вошли в трещину во льду, и снаружи все стало спокойно. Снег продолжал падать, вскоре превратив труп ящерицы в ничем не примечательную насыпь снега. В лесу, который ранее посетила секта духовного призрака, фиолетовая духовная фея смотрела на то, что напоминало маленький курган. Спустя промежуток времени, за который можно было выпить чашку чая, она подняла голову и осмотрелась по сторонам. Затем она опустила голову и взглянула курган перед собой и ударила в него полоской белого света. С приглушенным звонок в земле перед ней появилась дыра шириной в 3 метра. Серый пепел посыпался из дыры, открывая влажную пещеру с выжженными корнями деревьев. Фиолетовая духовная фея с улыбкой на лице пробормотала: «Вот как. Должно быть, секта духовного призрака смогла найти его намного быстрее меня». Однако они не ожидали, что кто-то последует за ними, и ушли в такой спешке, что даже не замаскировали свои следы. Взмахнув рукавом, она снова закрыла земляную яму и вынула лазурный талисман. После этого она обошла 1 раз вокруг дерева и сунула его на одно из них. Талисман сверкнул лазурным светом, а затем погрузился в дерево и исчез без следа. Сделав это, женщина улетела, определившись с направлением. В огромном каньоне старый даосист смотрел на разноцветное ограничительное заклинание перед собой и что-то бормотал про себя. За его спиной неподвижно стояли 2 демонических марионетки. На другом краю каньона расположилась непрерывно колеблющаяся масса алого света. Это был один из проходов вглубь долины. Путь был коротким, но он был заполнен несколькими древними ограничительными заклинаниями. Хотя старый даосист был искусен в создании ограничительных заклинаний, вполне вероятно, что он не смог бы снять их за короткий промежуток времени. Возможно, не имея времени найти другой вход или из-за немедленной необходимости проникнуть вглубь долины, он начал проверять ограничительные заклинания, но все еще оставался в нерешительности. Что? Неужели даосист Небесный Кристалл не может преодолеть эти ограничительные заклинания? Может, тебе нужна помощь? Внезапно позади старика послышался мрачный голос. Это был даосист Небесный Кристалл, который обменялся камнями души с Ханьли в городе парящих небес. 2 демонические марионетки, что стояли позади него, которые он отремонтировал, обладали силой культиватора на ранней стадии зарождающейся души. Испытывая их, ему потребовалось немало усилий, чтобы победить одну из них. С этими слугами он набрался смелости, чтобы войти в долину падения демонов в поисках сокровищ. В этот момент даосист Небесный Кристалл быстро обернулся, услышав голос позади себя. Примерно в 200 метрах позади него в воздухе зависли несколько культиваторов в зеленой одежде. Тот, кто говорил, был лидером группы в зеленой мантии с мрачным выражением лица и длинными волосами на лице. Взглянув на них, у даосиста Небесного Кристалла сердце ушло в пятки. Все эти люди были культиваторами зарождающейся души.
С трудом подавляя изумление в своем сердце, он криво улыбнулся и сказал: «Значит, это ты, мастер секты контроля над призраками, господин Даосист Дунмен. А кто эти господа? Я не узнал их. Они тоже старейшины из твоей секты». Мастер секты контроля над призраками Дунмен Ту взглянул на двух демонических марионеток и сказал: «Можешь считать, что да. Твои марионетки кажутся исключительными. Кажется, не стоит недооценивать их силу». Даосист Небесный Кристалл осторожно сказал: «Даосист Дунмен, должно быть, шутит. Как эти скромные марионетки могли привлечь твое внимание? Тем не менее, ты сравниваешь их со мной». Дунмен Ту уставился на старого даосиста и сказал: «Хотя я долгое время проживал в секте контроля над призраками, я не особо общался с внешним миром. Несмотря на это, я слышал о твоей репутации мастера по созданию ограничительных заклинаний. Я тоже изучал кое-что. В одиночку нам понадобится слишком много времени, чтобы преодолеть эти ограничительные заклинания, но если мы объединим наши силы, шансы будут намного выше». Когда даосист Небесный Кристалл услышал его, он нахмурился в раздумьях и все еще казался нерешительным. Выражение лица Дунмен Ту стало мрачным. Казалось, он уже начал терять терпение. «Что? Ты мне не доверяешь? Давай тогда сделаем так: мы вместе снимем ограничительное заклинание, а после разойдемся по разным путям. Что скажешь? И не забывай, что даже если ты сможешь снять ограничительные заклинания в одиночку, это займет слишком много вашего времени. В глубине долины наиболее вероятно найти сокровища, но я боюсь, что к тому времени, как ты войдешь внутрь, их разберут другие. Насколько мне известно, этот путь для проникновения вглубь долины хорошо изучен другими мастерами по созданию ограничительных заклинаний». Услышав это, сердце даосиста Небесного Кристалла дрогнуло, и он поднял голову, взглянув на остальных 5 культиваторов в зеленой одежде, стоящих позади него. В конце концов он кивнул и сказал: «Поскольку ты сделал мне такое заманчивое предложение, я не могу отказаться. Мы будем работать вместе, чтобы снять ограничения, но после того, как мы войдем вглубь долины, мы займемся своими делами». Дунмен Ту улыбнулся и сказал: «Хе-хе. Так и сделаем. Господин даосист Небесный Кристалл, ты можешь быть уверен в нашем соглашении? Учитывая силу 2 твоих марионеток, как я могу заставить тебя сделать что-нибудь? Когда мы войдем вглубь, мы будем полагаться на собственную удачу в поисках сокровищ.